Законы престола наследования везде одинаковы. Право на стороне первенца. А в Северной Корее престол достался третьему, младшему сыну любимого руководителя страны Ким Чен Ира. Он умер 17 декабря 2011 в субботу утром. Сообщили о кончине через 2 дня. Страна перешла по наследству его младшему сыну Ким Чен Ыну. Многое в его жизни загадка. Начиная с того, что никто не знает точной даты и места его рождения. Впрочем, вся история Северной Кореи полна невероятных мифов. А что же его старшие братья? Отчего они уступили пальму первенства? Средний сын вождя Ким Чен Чхоль считается слишком тихим и скромным. В нем находят нечто женственное. А из такого материала не делаются властители даже маленьких государств с населением в 20 с лишним миллионов. Более точной цифры не существует. Северная Корея ничего о себе не сообщает. Старший Ким Чен Нам напоминает отца. Но его подвели характер и неумеренная страсть к развлечениям и путешествиям, немыслимым для остальных северных корейцев. Его видели то в Гонконге, то в Макао. В 2001 году Ким Чен Нам отправился в Токио, чтобы посетить Диснейленд. Как обычно, с паспортом на чужое имя. На сей раз что-то не сработало. Его вдруг задержали в аэропорту и выслали в Китай. То ли японцы сами выяснили, кто перед ними, и не захотели пускать сомнительного гостя, то ли их уведомил кто-то из Северной Кореи, желая окончательно подорвать репутацию наследника престола. Считается, что скандал сильно огорчил отца. Ким Чен Нам перестал быть наследником. Но дело не только в этом. Старший сын властителя Северной Кореи рожден от некогда горячо любимой, но незаконной жены Ким Чен Ира. Когда-то Ким Чен Ир влюбился по уши в популярную киноактрису по имени Сон Хе Рим. Он же обожал кино, а тут еще такая красивая женщина. Она была замужем, он увел ее из семьи, она родила ему сына. Он был счастлив. Но никто не должен был знать о существовании ребенка. Никто не должен был видеть счастливую семью вместе. А главное, великий вождь Ким Ир Сен. Ким Чен Ир так и не посмел признаться отцу, что уже обзавелся семьей, что у него есть жена и сын. Старший и главный Ким думал о продолжении рода правителей Северной Кореи, о династии. Ему нужна была не просто невестка, а достойная жена для наследника престола. Когда он подберет подходящую кандидатуру, Ким Чен Ир подчинится воле отца, оставит первую, тайную жену и уйдет ко второй официальной. Ему будет устроена государственная свадьба. Со временем у него появится несколько детей от разных жен, и он будет выбирать, кого провозгласить наследником. А дети станут сражаться за его внимание, как он сам, когда его отец еще только основал династию Кимов. Ким Чен Ир, которого при рождении назвали по-русски Юрой, появился на свет в ночь с 15 на 16 февраля 1942 года в маленькой сибирской деревушке неподалеку от Хабаровска. Директивой Наркомата обороны на Дальнем Востоке была сформирована 88-я отдельная стрелковая бригада. Ее укомплектовали советскими китайцами и бывшими китайскими партизанами, которые перешли границу, спасаясь от японских войск, оккупировавших страну. Один из батальонов состоял из партизан-корейцев, примерно 300 человек. Среди них Ким Ир Сен, будущий великий вождь Корейской Народно-Демократической Республики. Ким женился на Ким Чон Сук, которая была на 5 лет его моложе. Советские офицеры называли ее Верой. Юной девушкой она вступила в антияпонский партизанский отряд, стряпала бойцам и обшивала их. Японская армия и жандармерия разгромили китайское партизанское движение в Маньчжурии. Остатки партизан бежали в соседний Советский Союз. Она последовала за Кимом. Неграмотная, но симпатичная женщина стойко переносила все тяготы сибирской жизни. В 1944 году у Кима появился второй сын, которого назвали тоже русским именем Александр – Шура. Несчастный мальчик утонул в июле 1947 года.
А вскоре умерла и первая жена Кима. Очень переживал, когда жена умерла, скончалась. Она была партизанкой, хорошо стреляла. Почти была снайпер. Вот. И пытана была. А сам он стрелял, он маузером мог нашибать. Они таскали, очень любили почему-то китайцы и корейцы, да, маузеры старые. Но зарядно. Ей было всего 32 года. Как и после смерти Надежды Аллилуевой, жены Сталина ходили разные слухи. Говорили, что она застрелилась или что ее отравили. Кима привезли в Корею в 1945 году, когда туда вошли советские войска. Он сначала ходил с орденом, в погонах. Ну, корейцы, конечно, удивлены. Приехал такой кореец, понимаете, в форме капитана и так. Ну, потом сказали снять с него эту форму, штатской переодеть. Северным корейцам об этом ничего не известно. Их заставляют учить в школе, что Ким Чен Ир родился в партизанском лагере на священной для всех корейцев горе Пэкту. Там воздвигли монумент, изображавший партизанский дом, в котором он будто бы появился на свет. По партийной путевке молодые северные корейцы в конце 80-х бросились искать места партизанской славы отряда, которого не существовало. В Северной Корее участие советской армии в освобождении полуострова представляется как плата за то, что корейские партизаны под руководством Ким Ир Сена, сражаясь с Японией, не позволили ей напасть на Советский Союз и тем самым спасли нашу страну от войны на два фронта. О том, что советская армия освободила северную часть Кореи, не упоминается. Внезапная смерть матери не прошла бесследно для психического развития Ким Чен Ира. Ему не хватало материнской любви и нежности. Вероятно, поэтому он искал общество более взрослых и опытных женщин. Ходят разговоры, что первую жену Хон Иль Чхон, дочь погибших революционеров, своему сыну рекомендовал сам Ким Ир Сен. Был заключен брак, от которого у Ким Чен Ира родилась первая дочь. Некоторые психологи полагают, что он вообще переходил от одной женщины к другой в поисках исчезнувшей матери. Безуспешно искал того, чего был лишен в детстве. Возможно, главным было другое. Когда его отец вновь женился, у него появился сводный брат, положение Ким Чен Ира при дворе пошатнулось. Маленький и толстый, он с ревностью смотрел на сводного брата, унаследовавшего от своей матери завидный рост и красоту. Младший Ким закончил Пхеньянский университет, носящий имя его отца, в 1968 году и был зачислен в организационный отдел ЦК партии, которым руководил его дядя. Судя по рассказам тех, кто бежал из Северной Кореи, спартанские правила жизни в этой стране на него не распространялись. Ким увлекался юными и красивыми девушками, прежде всего из артистического мира. Раздавал понравившимся ему девушкам ведущие роли в революционных фильмах, операх и балетах и награждал званием народной артистки. Киноактрисе Сон Хё Рим достался главный приз – внимание и любовь сына великого вождя. Ким увел ее из дома, но брак был тайным. Он избежал всех формальностей, чтобы легче было скрывать свою семейную жизнь. Даже рождение ребенка держалось в секрете. Ким Ир Сен не одобрил бы такой брак. Актриса была заметно старше его сына и уже побывала замужем. Ким Чен Ир не посмел расстроить отца, открыто появившись с тайной женой и незаконно рожденным сыном. Ему самому в то время приходилось несладко. Амбициозная мачеха хотела, чтобы ее сын, сводный брат Ким Чен Ира, стал наследником престола. Ночная кукушка дневную всегда перекукует. И ему приходилось бороться с мачехой и братом за внимание и любовь Ким Ир Сена. Это были самые трудные годы в его жизни. Нужно было выжить в византийской атмосфере двора его отца, чтобы самому стать вождем. Но даже страх огорчить отца не оторвал его от Сон Хё Рим. Он был покорен красивой киноактрисой, а ей союз с сыном великого вождя позволил выручить семью из беды. Ее отец, процветающий землевладелец из Южной Кореи, симпатизировал коммунистам и перебрался на север. Несмотря на такое самопожертвование, в Северной Корее он счастья не нашел.
его репрессировали за принадлежность к классу эксплуататоров. А Ким Чен Иру актриса скорее сочувствовала, он вырос без матери. Каждое утро Ким Чен Ир стучался в отцовскую дверь и приносил ему тапочки. В конце концов, ему удалось завоевать любовь отца и устранить всех возможных конкурентов. Ким Ир Сен не был религиозным человеком, не размышлял о загробной жизни, но хотел, чтобы его имя сохранилось в истории Кореи и чтобы его наследники не разрушили то, что он создал. В Пхеньяне для поддержания физического здоровья Ким Ир Сена создали целый медицинский научно-исследовательский институт с неограниченным бюджетом. Его личные врачи ездили на Кавказ, изучали жизнь долгожителей. Иностранные вина и деликатесы закупались через КГБ после проверки в советских лабораториях. Но Ким понимал, что ни врачи, ни опыт кавказских долгожителей не сделают его бессмертным. Он видел, что происходило с именем Сталина после его смерти. Видел, как престарелый Мао Цзэдун не сумел выбрать себе наследника. Видел печальную судьбу других социалистических вождей. После смерти их статуи свергаются, собрания сочинений сжигаются, а имена вычеркиваются из истории. Он попытался перехитрить историю, придумал идею незаконченной революции. А кто же еще может быть продолжателем его дела, как не собственный сын, которому передались многие выдающиеся черты отца? 20 лет он готовил передачу власти сыну, хотя не добился в этом понимания и поддержки даже у своего единственного союзника – Китая. Но исходил из того, что чем раньше заняться подготовкой народа, тем быстрее люди свыкнутся с мыслью о том, что сын вождя должен стать новым лидером. Ким Чен Ир стал верховным главнокомандующим в декабре 91-го, маршалом в марте следующего года, хотя он ни дня не служил в армии. Еще через год к нему перешла должность председателя Национального совета обороны. Отец сажал сына рядом с собой на всех важнейших совещаниях и встречах, а его сводного брата держали подальше от Кореи на дипломатической работе. Взамен Ким Чен Ир безропотно женился на той, кого выбрал его отец. Это была дочь лично ему известного старого члена партии и генерала Корейской народной армии. Невеста работала машинисткой в аппарате ЦК партии. Ким Йон Сук была на 10 лет моложе любимой жены Ким Чен Ира, которой пришлось смириться с его одобренным властью браком. Сон Хё Рим утешала себя тем, что официальная жена Киму не нравилась. Она родила дочь Ким Суль Сон, которая работала у отца референтом, вышла замуж и родила девочку, первую внучку Ким Чен Ира. С годами страсть Кима к первой жене остыла. Вторая его не волновала, и он женился в 3-й раз. Верным мужем его не назовешь. При этом следил, чтобы его жены никогда не встречались. 3-й стала Ко Йон Хи, кореянка, родившаяся в Японии. Ко Йон Хи была танцовщицей, и Ким Чен Ир увидел ее на сцене. 3-я жена родила ему 2 сыновей, но в 2004 году она скончалась от рака груди. В июле 2006-го 64-летний Ким женился в 4-й раз. Его последняя жена, Ким Ок, была моложе мужа на 22 года. Она окончила в Пхеньяне университет музыки и танца и некоторое время работала секретарем Кима. Ни с одной из своих жен он на публике так и не появился. Отцом он был хорошим. Вечером с удовольствием катал своего первенца на плечах. Потом он отдалился от мальчика. Ким Чен Ир был эмоционально неустойчивым, человек настроения. Когда он пребывал в хорошем расположении духа, то прекрасно относился к своему окружению. Он умел быть дружелюбным и любезным, вспоминала его своячница. Подробно обо всем расспрашивал, интересовался твоим мнением. У него был талант располагать к себе людей, когда он этого хотел. Однажды он вернулся с охоты невероятно возбужденный. Ворвавшись в дом, велел соединить его с детской больницей и потребовал ответа, как там мать и ребенок. Оказалось, что на охоте он подстрелил олениху, ожидавшую детеныша. Расстроился.
Потребовал отправить олениху и олененка в детскую больницу, где, повинуясь его воле, насмерть перепуганные врачи поместили олененка в инкубатор для новорожденных детей. К страданиям людей Ким Чен Ир был равнодушен. Понятия о добре и зле перепутались в его голове. Ким обожал грандиозные представления и митинги, которые рождали ощущение не только процветания страны, но и всеобщей любви к своему вождю. Он гениальный режиссер массовых вот таких мероприятий, демонстраций, зрелищ. Сам Ким Чен Ир. Я бы ему дал, как бывший член комитета по ленинским государственным премиям, Ленинскую премию. Нигде в мире нет вот такого отточенного совершенства массовых зрелищ. Поразительно совершенно. Факельные шествия. Это никому не снилось это вообще. Как это делается? Вообще поразительно совершенно. И это хорошо наблюдать с гостевой трибуны, так сказать, мавзолея. Когда же ты спустишься, так сказать, в танцующую толпу, она в национальных костюмах, приветливая, то сквозь улыбки, заглядывая пристально в глаза, ты видишь, что все-таки это не так легко дается народу, вот эти бесконечные репетиции, празднества и так далее. Он выбрасывал кучу денег на эти пышные фестивали, вспоминала его своячница. Заставлял множество людей в них участвовать, а они были голодны. Мое сердце разрывалось, когда я думала о том, каково им приходится. В голодающей Северной Корее это было равнозначно катастрофе. Ким впал в раж и угрожал отправить всех на угольные разработки. Сон Хё Рим стояла на коленях, чтобы спасти своего мальчика. В конце концов, Ким успокоился и даже забыл об этой истории. Через пару месяцев отругал свою бывшую жену за то, что она вовремя не сделала заказ на спецбазе. Забыл, что сам оставил их без еды. Жизнь в заперти, в изоляции не прошла бесследно для его старшего сына. Родственники со стороны матери говорили, что Ким Чен Нам просто свихнулся из-за того, что был заперт и никуда не мог выйти. Отсюда и странное поведение, и необычное для взрослого человека желание обязательно повидать японский Диснейленд, из-за чего и возник международный скандал. Судьба Сон Хё Рим тоже сложилась неудачно. Она заболела. Опасалась, что бывший муж просто выбросит ее на улицу. Скрывалась от приступов его гнева в Москве. Здесь она и ушла из жизни. Она умерла, убежденно говорит ее сестра, потому что столько лет прожила с Ким Чен Иром. Эта жизнь ее убила. Ее собственный сын, то есть племянник Ким Чен Ира, в 1982 году перебежал в Южную Корею. Через 10 лет бежала ее дочь. Она сама сделала это в 1996 году, когда ее выпустили в Женеву за покупками. Она скрывалась, выдавала себя за японку. Ей было по-настоящему страшно. Она боялась, что агенты Ким Чен Ира найдут ее, или вывезут назад в Северную Корею, или прикончат. Ее не нашли. Нашли ее сына. В тот год, когда она не вернулась в Северную Корею, неизвестные застрелили беглого племянника Ким Чен Ира в Сеуле, прямо на улице. Найти убийц не удалось. Ким Чен Ир должен был доказать, что достоин своего отца. Он себя убеждал в этом и ждал подтверждения своего величия от окружающих. Когда он находился рядом с отцом, видно было мелковат. В Ким Чен Ире роста было 1,65 м. Ему шили обувь на высоком каблуке. А еще огромные темные очки и забавная прическа. Словом, голливудский персонаж. Такие люди часто пытаются доказать свою значимость и величие. Гигантские памятники отцу и самому себе – это и есть компенсация недоданного природы. Северная Корея – государство хмурых лиц. Веселье и улыбки не поощряются. Страна в состоянии войны и постоянного трудового подвига. Один лишь Ким Ир Сен позволял себе широко улыбаться. Лицо Ким Чен Ира хранило брезгливо недовольное выражение. Ему не хватало отцовской харизмы. Он изменился, став хозяином страны. Вел себя нагловато, демонстрируя свое превосходство окружающим. Судя по выражению лица, он был человеком холодным и безжалостным. Наслаждался властью
возможностью отдавать приказы, которые, как он знал, будут исполнены любой ценой. В роли единоличного хозяина страны он мог развлекаться, ни на кого не оглядываясь. А он обожал запрещенные в стране иностранные фильмы, особенно мюзиклы. Любил танцевать, играл в китайскую игру маджонг, катался на дорогих иностранных автомобилях. Прилично выпив, сам дирижировал оркестром. Предпочитал западную музыку. Он был единственным в стране обладателем иностранных фильмов, пластинок и книг. Говорят, его фильмотека состояла из 20 тысяч лент. Среди них его любимый сериал с Джеймсом Бондом. В феврале 90-го председатель КГБ Владимир Крючков доложил Горбачеву, что в Центре атомных исследований в Йонбене завершается разработка первого северокорейского ядерного устройства. В успехи северокорейских физиков и ракетчиков долго не верили. 31 августа 1998 года северокорейская ракета пролетела над территорией Японии. Насмерть перепугав соседей, Ким Чен Ир укрепил свою власть внутри страны. Теперь исходящую от Северной Кореи угрозу восприняли всерьез. Ким утвердился в мысли, что умение добиться своего зависит от готовности шантажировать окружающих. Ким извлек уроки из опыта Саддама Хусейна. Чтобы противостоять Соединенным Штатам, нужно ядерное оружие. Первое, в октябре 2006 года, испытание северокорейского ядерного взрывного устройства эксперты сочли неудачным. Его мощность составила 1/10 того, что в августе 1945 года уничтожило Хиросиму. Но 25 мая 2009 года последовало второе испытание. На сей раз все убедились, эта маленькая страна владеет и ядерными боеголовками, и средствами их доставки. Северная Корея – 8-я в мире страна, которая провела ядерное испытание. Это был счастливейший день в жизни Ким Чен Ира. Как и отец, он мечтал о собственной ядерной бомбе. Чем он хуже Сталина и Мао Цзэдуна, которые в обладании ядерным оружием видели основу своего могущества и влияния? Получив бомбу, Мао продемонстрировал, что встал в один ряд с Советским Союзом. Теперь Ким Чен Ир показал, что больше не зависит от ядерного зонтика Китая. В Северной Корее издаются серии книг, которые помечены грифом «Только для использования внутри страны». Их запрещено показывать иностранцам. «Только для использования внутри партии» и «Только для использования внутри армии». Ограничительный гриф скрывает от иностранцев материалы, в которых говорится, что марионеточный режим в Южной Корее должен быть свергнут, потому что живущие в южной части страны корейцы мечтают жить под руководством великого вождя. В Пхеньяне не признают существование двух государств на Корейском полуострове. Северным корейцам внушают, что юг захвачен американскими войсками, а южнокорейские марионетки не пользуются никакой поддержкой. Это международная сирота, изолированная в стране и за рубежом. Северян призывают до конца вести непримиримую борьбу за свержение фашистской диктатуры. Мир в Корее не должен закрепить раскол страны. Нашей нации дорог мир, но объединение страны еще дороже. Пресса в Пхеньяне полна угрозами. В случае войны Сеул будет превращен в море огня. Северокорейская армия пятая в мире. По численности вооруженные силы Севера значительно превосходят южнокорейские. Но в последние годы из-за голода и экономического спада боеспособность северокорейской армии упала. Сегодня, по мнению специалистов, у Северной Кореи нет ни единого шанса в войне с Южной Кореей, которую к тому же поддержат вооруженные силы Соединенных Штатов. Перебежавший на юг сержант 5-го корпуса северокорейской армии при росте в 160 сантиметров весил всего 42 килограмма. Паёк солдата на границе – это элитные части. 800 граммов риса и кукурузы в день. Солдаты в других частях получают только кукурузу. Впрочем, никто не в состоянии реально оценить ситуацию в северокорейской армии, степень ее боеспособности, мобильности и обеспеченности боеприпасами и горючим.
Династия Кимов так и не научилась кормить страну. Северная Корея с ядерным оружием еще больше зависит от поставок продовольствия из Китая, от гуманитарной помощи Южной Кореи и Соединенных Штатов. 2 миллиона человек, около 10% населения, умерли в 90-е годы от голода. Ким Чен Ир управлял полуголодной и нищей страной, но ловко разыграл ядерную карту. Он воспользовался тем, что США увязли в Ираке, и его ученые накопили достаточно ядерной начинки для 6 или 8 боеголовок. При Обаме американцам пришлось пойти на прямые переговоры с Кимом. Ему обещали нефть в обмен на закрытие реактора в Йонбэне. Ким согласился прекратить производство оружейного плутония в Йонбэне, потому что старый реактор находится в аварийном состоянии. Слабеющая рука не подвела Ким Чен Ира. Он получил то, что хотел. В ноябре 2010-го приехавшему в страну американскому физику продемонстрировали новенький завод по обогащению урана. Его строительство ЦРУ не смогло выявить. Завод дает Северной Корее возможность продолжать создание ядерного оружия. Оружие в руках этих людей крайне опасно. 26 марта 2010 года северяне потопили ракетой южнокорейский корвет. Погибли 46 моряков. В том же году обстреляли южнокорейский остров. Перед смертью Ким Чен Ир посетил воинскую часть, атаковавшую юг, и вручил награды отличившимся. Северокорейские лидеры не откажутся от ядерного оружия, считая его главной гарантией своей власти. При этом настоящей войны никто в династии Кимов не желает. Сменяющие друг друга властители понимают, что войну они проиграют и лишатся чудесной возможности править этой маленькой империей и передавать ее по наследству. Ким Чен Ир, как чиновники сталинской эпохи, вел ночной образ жизни. Вставал в полдень, отправлялся спать в 2-3 часа ночи. В юности он играл в теннис, но пристрастие к хорошей кухне поставило крест на его спортивных успехах. Ему доставили хорошего повара из Японии, который чудесно готовил скияки и теппаньяки. Впрочем, династия Кимов не отказывалась от традиционной корейской кухни, где главным деликатесом считается мясо собаки. Любил кушать, поесть хорошо. Особенно, знаете, сало такой свининой, парное сало. Потом кимчи, вы знаете, ребята, кимчи? Слышали? Это салат корейский, печеный, как, знаете, с сычуанским перцем такой, горький. Если вы проложите, вас, наверное, все разорвет, как динамитом. Туда положит. Ну, как всякий кореец, он любил собачину. На Востоке вообще едят и пьют весьма экзотические для нас блюда и напитки. Он предпочитал женьшеневскую водку. Это бутылка водки, и туда ставится небольшой женьшень. Как правило, не зрелый женьшень, а молодой женьшень. Почему молодой? Потому что их пропалывают. Вот. И выдергивает часть этих молодых женьшеней, чтобы другие росли потолще. Вот эти молодые женьшени, чтобы они не попадали, оказывается, в бутылках с водкой. Водка от этого приобретает такой желтоватый характер и пахнет землей. Еще там нам давали и водку со змеей, но он не пил водку с змеей. Я пил, а он не пил. Это ядовитая змея. Ее хвостом опускают в бутылку и закрывают пробку. Она еще носом старается пробку вышибить, но гибнет. А водка высасывает из нее яд. И это очень хорошо при болезни сосудов, суставов. Вот. Тоже пахнет землей. Пахнет землей.
Мы как-то гуляли с военными, пришли очень поздно. И они захотели выпить. У меня эта бутылка была со змеей. Так они водку выпили и закусили змею. Собачье мясо – очень дорогая и редкая еда, наслаждение для настоящего гурмана. Но за пределами Корейского полуострова обычай есть собак, мягко говоря, не всем симпатичен. Дело в том, перед тем, как прикончить собаку, они ее долго бьют. Это раздирает душу. Я как-то ходил по полю с ружьем и искал фазанов, и вот услышал плач собаки. Я ринулся в деревню. Если бы меня не остановили, товарищи, я бы перестрелял этих крестьян, так? Вот. Для чего бьют? Для того, чтобы кровь не пропала, чтобы жилы все порвались, и чтобы кровь пропитала мясо. Вот. Но собачье мясо вкусное. С годами Ким Чен Ир располнел. Тучность его очень беспокоила. Как и Леонид Ильич Брежнев когда-то начал борьбу с весом, пытался сесть на диету. Как и Брежнев, каждый день плавал. Вся северокорейская медицина работала на вождя. Помимо экологически чистых овощей, выращиваемых на специальной ферме, ему со всего мира доставляли экзотические продукты. Например, печень редкого вида акулы для улучшения кровообращения. Но здоровье подвело. В августе 2008-го он перенес инсульт, от которого не оправился. Текущие дела вел его шурин Чан Сон Тхэк, кандидат в члены Политбюро и заместитель председателя Госкомитета обороны. Его жена, она же младшая сестра вождя, Ким Гён Хи, член Политбюро и принадлежит к числу самых влиятельных людей в стране. Она-то и считается первой леди Северной Кореи, раз уж Ким Чен Ир лишил этого статуса своих жен. Впрочем, силу родственных чувств не стоит переоценивать. Лет 10 назад, когда Киму показалось, что Шурин, заведовавший в ту пору отделом административных органов ЦК партии, прибрал к рукам слишком много власти, он просто отстранил его от всех дел. Год тот висел между небом и землей, пока сестра не умолила вождя смилостивиться. Болезнь заставила Ким Чен Ира поспешить с наследником. Вождь остановил выбор на младшем сыне, потому что из всех детей он единственный способен взять управление в свои руки, проявить инициативу, принять на себя ответственность. Средний и младший сыновья Ким Чен Чхоль и Ким Чен Ын любили баскетбол. После игры Чен Чхоль просто уходил, а Чен Ын собирал команду и разбирал ход игры. Наставлял игроков. Тебе следовало передать мяч, а тебе надо было прорываться. Отец оценил амбиции и жесткость младшего сына. Он из тех, кто пленных не берет. О младшем Киме, которого отец ласково именовал «молодым генералом», известно не так много. Учился он в швейцарской школе под чужим именем, инкогнито не раскрывал, одноклассники считали его сыном корейского посла. После Швейцарии Ким Чен Ын учился в военной академии в Пхеньяне. Для северного корейца он достаточно высокий – 175 сантиметров. Весит около 90 килограммов. Он самый толстый человек в Северной Корее, остальным еды не хватает. Избыточный вес, похоже, свидетельствует о диабете и ранней гипертонии. Бывший личный повар Ким Чен Ира, вернувшийся в Японию, вспоминал младшего сына вождя. Он злобно поглядывал на меня. Я не могу забыть этот взгляд. В нем читалось откровенное презрение, жалкий япошка. Он очень напоминает своего отца, особенно по характеру. Внешне новый правитель скорее похож на дедушку, великого вождя Ким Ир Сена. И это немаловажный аргумент в его пользу. Не случайно он носит такой же френч и такую же прическу. Образу великого вождя придается почти мистическое значение. В Северной Корее снимали фильм «Секунда на подвиг». Советского офицера, спасшего корейского вождя, играл известный актер Андрей Мартынов. А с исполнителем роли самого Кима на съемках носились как с писаной торбой. Это актер, играл роль Ким Ир Сена. Это, так сказать, вот практически не было такого общения. Его привозили на съемки в отдельной машине. Он был очень симпатичный, очень похож на молодого, очень симпатичного Ким Ир Сена.
Он стал похожим на вождя стараниями российского хирурга. К доктору Игорю Вульфу обратились сотрудники северокорейского посольства в Москве. Сказали, что он должен превратить одного актера в двойника великого вождя. Люди в формах, они что-то кричали, там, потом говорили, что мне выпала огромная честь и все такое. Я пытался у них узнать, почему это надо делать вживую, и можно загримировать, в принципе. Но они сказали, что они снимают фильм, и фильм делается на очень хорошей качественной пленке, и это будет заметно, и им нужен эффект живого человека. Корейцы обратились к доктору Вульфу, потому что у него уже был удачный опыт работы с корейскими актерами. После предварительных переговоров в Москву доставили актера, которому доверили играть великого вождя. Он очень похож был на покойника Ким Ир Сена. Вот. Он очень был на него похож в молодые годы. Я просто не смог бы там ничего сделать, потому что все-таки это восточное лицо, оно построено по своим законам, и европеец не очень хорошо понимает эту проблему. Но они привезли с собой, они привезли фотографии, достаточно много Ким Ир Сена, они привезли с собой модель того имплантата, который они собирались усадить на поверхность, на кости носа, там, в области надброви. Вот. И он уже был один раз оперирован в Корее, у него там наружные швы были на кончике носа, и там стоял кусок пластмассы. Актер, которому предстояло стать великим вождем, все терпеливо перенес, ведь его ждало светлое будущее. Актер очень приятный мужик был, такой чисто ухоженный. По-русски он совершенно ничего не понимал, веселый, радостный. Вот. И я им изготовил этот имплантат, они его сверяли несколько раз, смотрели, я им там демонстрировал. Они держали пластмассовую часть, я держал эту самую хрящевую. В конце концов дали команду. Я начал операцию, вытащил эту пластмассу, усадил имплантат сделанный, показал им, где нужно подрезать. Они говорят, нет, нельзя. Вот. На этом операция закончилась. Через неделю я снял повязку, показал им, что нехорошо. Они говорят, отлично, теперь подождем. Через 2 недели, 3 недели приехал кто-то из посольства, сказал, доктор, вы были правы, мы получили разрешение от нашего начальства, вы можете сделать теперь операцию, как вы считаете нужным. Что может измениться с приходом нового вождя? Когда в 1994 году умер Ким Ир Сен, многие полагали, что его сын и наследник Ким Чен Ир недолго будет править Северной Кореей. Клятвы верности, которую принесли ему соратники по партийному руководству, как и слезы, пролитые над телом его отца, ничего не значат. Многие сомневались, что он сумеет удержать власть. Возникали сомнения, что ему хватит хитрости, властности, борцовских качеств, чтобы им противостоять. Ходили слухи о военном перевороте. Но, как это бывало с предположениями относительно будущего КНДР, слухи оказались ложными. Кимсусанский дворец, в котором работал Ким Ир Сен, превращен в мемориальный комплекс. Здесь ровно через год после его смерти было установлено набальзамированное тело Ким Ир Сена. Ему соорудили грандиозную усыпальницу. Лозунг Северной Кореи наших дней «Великий вождь товарищ Ким Ир Сен пребудет с нами вечно». 5 сентября 1998 года в Северной Корее приняли Конституцию в новой редакции, назвавшую покойного Ким Ир Сена вечным президентом. Таким образом, власть в Корейской Народно-Демократической Республике принадлежит мертвому человеку. В мире есть демократия, есть деспотии, есть теократические государства, где у власти священнослужители. В Северной Корее появилась новая форма государственного устройства – некрократия. Это когда верховная власть принадлежит умершему человеку. Произошло удивительное соединение марксизма с корейскими королевскими традициями. Марксизм и монархия идеально подошли друг к другу. Ким Ир Сен в последние годы своей жизни уже вел себя подобно живому божеству. Я несколько раз видел его и на приеме, и на трибуне, и стадиона, и, так сказать, на главной площади страны. Это звучит специальный марш, такой императорский, так сказать, такой царский марш.
бесчисленные толпы приветствуют, Мансе кричат, вот эти возгласы невероятно. Это вообще производит вот для человека, который, так сказать, не видел этого никогда, производит невероятное впечатление. И вот этот ореол божественности, так сказать, вот в живом человеке, вот это вот все, так сказать, как бы окружение играет невероятную трепетность любви, преданности, фанатизма, так сказать, до слез, до неимоверного счастья. А он ведет себя как простой, добрый, очень обаятельный человек. Никакой величественности, очень как бы органично. Только вот кто сзади, свита в некотором всегда напряжении, а он один свободен. Если Ким Ир Сена фактически приравняли к Богу, тогда и его сын, и его внук автоматически превратились в божества, в непогрешимости которых сомневаться невозможно. Это основа власти династии Кимов. В стране началось почитание матери великого наследника, третьей жены Ким Чен Ира, бывшей танцовщицы Ко Йон Хи. Ей выделено место в пантеоне национальных героев рядом с матерью самого Ким Чен Ира. Это должно помочь новому вождю управлять страной. Сейчас главные пропагандистские усилия сосредоточены на том, чтобы воспитать в северном корейце беспредельную преданность вождю, готовность идти по его приказу в огонь и воду, до конца разделить свою судьбу с вождем. Северным корейцам внушают, что без молодого Кима немыслимо само существование государства, что в стране все делается и будет делаться по его личному указанию и под его личным руководством. Когда северокорейское рыбацкое судно потеряло управление и погибло бы, если бы его не спас японский патрульный корабль, радио Пхеньяна, не упоминая японцев, объяснило стране: рыбаки победили, потому что они обязаны были выжить и вернуться к великому вождю. В северокорейских газетах невозможна критика хотя бы самого малого из чиновников, аппарата власти самого низового уровня. Иногда можно прочитать, что некий работник глубоко не осознал указаний вождя, и дело идет плохо. Но сразу же сообщается, что партийная организация помогла ему осознать ошибку, и дело закипело. Это особенность не только корейской эстетики. Даже если речь идет о критике самого ничтожного и мелкого чиновника, все равно в этом можно заподозрить намек на сомнение в величии вождя, который руководит всем и всеми, обо всем знает, сам исправляет все ошибки и направляет на верный путь. Такой подход делает невозможным какие бы то ни было критические замечания в печати. Свояченица Ким Чен Ира рассказывала, как они вдвоем с вождем смотрели телевизор. На экране мелькали одни и те же праздничные кадры. Хорошо одетые дети с искусственными улыбками на лице танцуют и поют. Она повернулась к Киму. «Это же невозможно смотреть, все фальшь. Неужели ты не можешь что-то сделать?» «Я сам это вижу», – недовольно буркнул Ким. «Но если я велю им сбавить тон и избавиться от этой фальши, они впадут в другую крайность и вытащат на экран самых грязных и убогих, одетых в лохмотья». Система живет по определенным правилам. Нарушишь их, и все рухнет. Опыт Советского Союза, других восточноевропейских стран показал северокорейским чиновникам: любая попытка реформ ведет к разрушению режима и к потере власти. В их интересах воздерживаться от реформ. Сестра жены Ким Чен Ира говорила о нем. Он словно мчится на поезде, развившем огромную скорость. Малейшая попытка остановить его или спрыгнуть – и крушение. В декабре 1955 года Ким Ир Сен произнес первую речь о Чучхе. Словосочетание Чучхе означает примерно следующее: «сам себе хозяин». Чу по-корейски хозяин, чхе тело. Принцип Чучхе переводится как опора на собственные силы. На самом деле это было избавлением от советского влияния и от всех обязательств перед Советским Союзом. Ким обещал когда-то, что через несколько лет каждый кореец будет носить шелковые одежды, жить в доме под черепичной крышей и трижды в день есть рис и мясной суп. Обещания не сбылись и по сей день. Чтобы сократить потребление продовольствия, в Пхеньяне придумывают различные программы. Например, 1 день в месяц без еды. Есть не больше 2 раз в день.
Ким возмущался женщиной, которая продавала лишние яйца, остававшиеся после сдачи государству обязательных поставок, а деньги оставляла себе, вместо того, чтобы и их отдать государству. А одна офицерская семья, забыв о долге перед династией Кимов, держала 30 свиней и торговала мясом, чтобы собрать денег и купить посуду японского производства у корейцев, которые вернулись на родину из Японии. Корейский народ объявлен невиданным в мире, жизнерадостным и революционным оптимистом. Корейская революция именуется самой оптимистической, самой удачной, полной великой романтики. При Ким Чен Ире в Северной Корее освоили формулу «нация прежде всего». За этой формулой стоят идеи национальной исключительности и превосходства, компенсирующие бедственное положение страны. Первенство корейской нации пропагандируется в самых неожиданных формах. Например, для учеников средней школы разработан специальный комплекс физических упражнений для того, чтобы они росли быстрее. Установлены нормативы 2-3 сантиметра в год. Классы и школы соревнуются между собой, добиваясь того, чтобы быстрее росли все ученики. Великий вождь решил, что корейцы обязаны ликвидировать такой свой недостаток, как низкий рост. Корейцы должны быть самыми высокими, самыми сильными, самыми умными. А международные правозащитные организации отмечают, что в Северной Корее подростки в среднем на 20 сантиметров ниже своих сверстников из Южной Кореи и весят на 10 килограммов меньше. Ким Ир Сен мечтал воспитать нового человека, который работает как супермен, ничем не владеет и ничего не желает, кроме как трудиться. Идеал – это человек, который трудится ради любви к родине, а не ради материальных благ, любит великого вождя и понимает, что история Кореи – это история подвигов династии Кимов. Удалось ли это великому вождю? В определенном смысле – да. В открытом море южнокорейские моряки заметили на потерявшей управление лодке 19-летнего северокорейского моряка. Ему грозила верная смерть, но он наотрез отказывался быть спасенным, угрожал покончить с собой. Он кричал: «Даже если великий вождь не узнает, как я погибну, я все равно не брошу лодку, которую мне доверил великий вождь. Стреляйте в меня, я готов к смерти». Потерявший силы и умирающий с голоду, он все-таки позволил себя подобрать. В южнокорейском порту отказался от пищи и не стал отвечать на вопросы. Через несколько часов все-таки согласился поесть, но требовал немедленно вернуть его на родину. Он повторял, что Южная Корея просто американская колония, и кричал, чтобы, по крайней мере, выключили телевизор. Он не позволит себя испортить капитализмом. Это была последняя линия его обороны. Ким Ир Сен создал наследственную монархию. У власти уже третье поколение Кимов. Но это не Европа, это Корея. Другие традиции, другой менталитет. Династия Кимов воспринимается как живые боги. А у бога не может быть ни оппозиции, ни соперников. Опора трона – страх северных корейцев перед высшей властью. Страх пронизывает всех, от рядового рабочего до члена политбюро. Это облегчает задачу Ким Чен Ына – сохранить дедушкино и папино наследство, то есть полную и единоличную власть. У него есть верные союзники, которые также заинтересованы в сохранении режима. Партийно-государственная и военно-чекистская элита – это люди, которые жаждут стабильной, спокойной и комфортной жизни. Такой, как у их китайских соседей. Они хотят жить в удобных квартирах, иметь хорошие вещи, ездить за границу и даже посылать туда своих детей. Но для этого им нужна не процветающая страна, а страна, находящаяся полностью под их контролем. Руководителей Северной Кореи не пугает то, что народ почти голодает. У людей нет еды, но возмутиться они не смеют. Номенклатура боится не голода и нищеты собственного народа, а потери власти, что может последовать за проникновением иностранцев в страну и идеологической либерализацией. Нелепо делить руководство Северной Кореи на реформистов и догматиков. Там одни только последователи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, искренние или циничные.
а общее число входящих в номенклатуру вместе с семьями составляет около 1 миллиона человек. Это опора династии Кимов и стражи идеологической чистоты. Северокорейские чиновники понимают, что после падения социалистического строя и объединения Кореи им придется очень плохо. Память о трехлетней кровавой войне между Севером и Югом в 50-х годах еще не исчезла. Прощать корейцы не умеют. Если южные корейцы придут на север как победители, то они пожелают жестоко наказать высокопоставленных северокорейских чиновников и генералов, особенно из ведомства госбезопасности. Так что в Пхеньяне намерены держаться до последнего.